Добрый день, друзья! Видео из серии «А помните, у нас с вами было 3 уцененных орхидеи с гнилыми корнями, с черными пятнами на шее». И я их, не пересаживая, наращивала корни в этом же покупном горшке и в этом же покупном грунте. И все эти 3 орхидеи мы с вами пересадили. Вот стоят эти 3 орхидейки. Я сделаю плейлист и ссылочку оставлю обязательно вверху видео и под видео. Кому будет интересно, пройдите и посмотрите, с чего мы начинали и что у нас сейчас получилось. Вот здесь покажу вам корни, как растут в горшке, продолжают расти. Название орхидеи напишу внизу видео, будет понятно, что это за орхидейка. Вот еще одна такая же. Вот это я немного обрабатывала шею Максимом, там мне не нравилось какое-то черное пятнышко. Даже через горшок видно, что корни хорошо растут. Даже не хорошо растут, а продолжают хорошо расти. И самая первая орхидея, с которой мы занимались, это тоже белая орхидея. Вот эти листики, это листики, с которыми я ее купила. Это, по-моему, последний даже. Нет, еще вот этот лист тоже. Видите, здесь есть механические повреждения на листике. Вот эти 2 листа, это ее еще родные. А эти 3 листика она вырастила у меня. Тоже пересадили. Все хорошо. Ждем цветения. И вот эта орхидея выпустила цветонос. Правда, он еще там маленький, вот только-только видно в пазухе листа, но это цветоносик. И одна из моих подписчиц написала: да, с орхидеями GMP очень просто нарастить им корни, а вот другие орхидеи, как с ними быть? Да точно так же. Поэтому я пообещала купить орхидею не от GMP и опять сделать точно такой же эксперимент. Вот эта орхидея. Помимо того, что это не стандарт орхидея, это орхидея мини. Она не от GMP. Здесь маленькая вставочка. На горшке не пробита нигде ни сорта. Ну, вообще нет никаких опознавательных знаков. Сколько эта орхидея провела в магазине, я не знаю. У верхних листиков еще сохранился тургор, а нижние листья, они даже желтеть начали. Вот эти маленькие фласочные листики, они начали желтеть. Ну, часто говорят, что мини-орхидеи капризные, и не все выживают. Я даже не знаю, какая это орхидея. Вот было 2 цветоноса, вот палки, которые торчат. Не палки, а держатели цветоносов. Они вверху видно, что они с плесенью. Убираем их тоже. Засушенные цветочки. Я просто не знаю, сколько она провела в магазине, сколько она стоит сухая, не политая. Что тут у нее с корнями? Давайте попробуем. Ага, вот виден торфяной стакан, который опять же находится как-то косо. Давайте попробуем другую орхидею. Точно так же провести с ней эксперимент, не разбирая ее из покупного горшка, обработав так, как я поступаю со всеми орхидеями, и оставить ее в покое. Посмотреть, будет ли эта орхидея растить корни в своем покупном грунте. Или с ней приключаться непонятные, а может и понятные для нас неприятности. Давайте начнем с того, что мы уберем эти цветоносы, уберем сухие корешки, обработаем орхидею зеленым или табачным мылом, протрем ей листики, польем
оставим ее в покое и будем наблюдать. Сухие корни убираю, не захватывая живую ткань. Вставляю маленький кусочек сухарика. Вот здесь точно так же, сколько возможно и виден корень, я убираю эту часть. Ну, где могу достать, так убираю цветонос, он мне здесь уже мешает даже корень обрезать. Цветоносы сухие, не живые, даже обрабатывать, что ж, не могу захватить, даже обрабатывать ничем не нужно. И обрезаю. Вот этот совсем был сухой, вот он сухой сухарик, цветонос сухой. Вот в этом цветоносе сверху сухой, здесь немножко, ну, вроде как живой. Давайте обрежем вот так. И здесь нужно обработать перекисью водорода. В камере произошел сбой. И когда я вам рассказывала про то, что нужно цветонос обработать перекисью водорода, камера выключилась. Извините, мы этого не заметили. Поэтому все это я рассказала впустую. Но я уже орхидею все обработала. И она у меня стоит в воде, напитывается грунт. Давайте я вам теперь уже на вот такой орхидее расскажу. После того, как выключилась камера, что я сделала? Я обрезала корни, цветоносы, взяла ватный диск, вот он уже мокрый, протирала я табачным мылом, табачным, зеленым, дегтярным, тем, которым у вас есть, можно протереть орхидею. Протираю я всего за ее жизнь один раз ее таким мылом, когда приношу после покупки. Примерно пол чайной ложечки на 100-120 мл воды. Размешиваю мыло, протираю все листочки, стволик, все, что возможно на орхидее, я протираю одним вот таким ватным диском. После этого, так как у орхидеи корни были сухие и было непонятно, засушены эти корни, гнилые эти корни, какие они вообще там, я беру поддончик, у меня эти поддончики 1,5 сантиметра в высоту. Ставлю орхидею в поддончик, набираю чистую воду, пользуюсь водой из фильтра обратного осмоса. Если у вас нет такого фильтра, можно пользоваться кипяченой водой, только остудить ее для нужной нам температуры. Это 28-30 градусов. О воде у меня есть целое интересное видео о разной воде, которую можно использовать. Или можно, или нужно, или не нужно использовать для орхидей. Все ссылочки я, как всегда, оставляю в правом верхнем углу и обязательно под видео. Поливаю я такую орхидею по краю горшка, вот такой грушей. Вот так наливаю водичку. Воды наливаю столько, чтобы заполнился вот такой небольшой поддончик. Поддончик у меня диаметром 13 сантиметров. Высотой, еще раз повторюсь, 1,5 сантиметра. Здесь виден торфяной стакан. Он был совершенно сухой. Но вот видите, я полила так, что не коснулась вода торфяного стакана. И сейчас жду до получаса. Вот эту орхидею можно оставить вот в таком поддончике на полчаса. Потому что очень был сухой грунт. Корни тоже сухие. Вот видите, когда мы обнаружили, что камера не сработала, уже прошло 10 минут, и за 10 минут эти корни не сильно позеленели. Ну, то есть они стали уже похожие на какие-то корни, но все равно еще остаются вот такими светлыми. Поэтому вот такую орхидею, именно в покупном грунте, можно подержать и полчасика. Рассказывала еще вот про эти корни сверху. Скорее всего, это окрас не самих корней, а краска вот с этих держателей цветоносов. Они всегда покрашены в какой-то, нам кажется, что это зеленый цвет или такой темно какой-то, темно-зеленый. Ну, получается, что у него вот фиолетовый какой-то, даже фиолетовый. Я не знаю, как камера передаст это, какого цвета эти держатели.
Но я думаю, что к корням передался именно цвет держателя. Поэтому обрабатывать корни я тоже ничем не буду. И на самой орхидее я на шее не вижу никаких пятен. Вот даже при покупке такой орхидеи у Ценки обязательно обратите внимание, может быть один живой корень, а остальные все гнилые, и этого будет достаточно. Но если на шее будет стволовая гниль, такую орхидею спасти вряд ли удастся. Я увидела 3 таких орхидеи уценочных. На одной была вот от самого низа шеи отваливались желтые листья, и когда лист отпадает, здесь видно, что идет стволовая гниль. Такую орхидею не нужно брать, вы ее не сможете спасти, и даже я ее не смогу спасти. Нижняя стволовая гниль, корней нет, там спасать нечего, она просто развалится у вас на запчасти. Поэтому даже при выборе уцененной орхидеи нужно быть внимательным вот к таким деталям. И еще, по-моему, я рассказала, что листья, когда я их протирала, вот они сейчас кажутся очень хорошими и в хорошем тургоре. Но когда вот так листики берешь, они мягковатые, мягкие, просто мягкие. А листья в хорошем тургоре, они жесткие и плотные. А вот эти, видите, какие мягкие. Вот этот лист попробуйте так согнуть. Ну, у всех орхидей листья разные, но вот этот, например, согнуть очень сложно. А вот эти такие. Но я думаю, что это от того, что орхидея очень долго была в сухом состоянии. Может быть, вот это и спасает орхидеи. Когда их не поливают в магазинах, тогда с такими орхидеями работать легче. Ну что ж, подождем теперь еще какое-то количество времени. Ну, до получаса пусть она у меня постоит. Потом я эту воду солью, и мы с вами еще раз посмотрим, какие же там корешки. Прошло полчаса. Как вы видите, вода в поддончике осталась, но количество ее уменьшилось. Значит, или грунт взял воду, впитал в себя, или корни немного в себя воды впитали. Для первого раза, для такой орхидеи, которая очень долго находилась в сухом состоянии, этого достаточно. Оставляю орхидею. Да, сейчас покажу вам корни. Я не могу вам сказать, что у нее совершенно отличные корни. Посмотрите, внизу горшка есть сухие и гнилые. Этот корень можно сразу убрать, гнилой. А в горшке, ну, вот здесь проглядывают гнилые корни, а вот эти корни, которые были сухие, они с первого раза не начнут впитывать в себя большое количество воды. Но так как грунт немного стал влажным, мы ее оставим в таком состоянии. Не надо сейчас ее трогать и стараться прям всю полить, чтобы корни все напитались водой. Нет, нужно потихонечку давать небольшое количество воды, чтобы корни опять привыкли к влажному какому-то содержанию. Но к какому? В этом грунте. Ведь она росла, и в торфяном стакане росла, и в этом грунте она росла, и даже было 2 цветоноса, она цвела. Вот оставим ее в покое, поставим ее под хорошее освещение, и опять будем наблюдать. То есть то, что мы делали вот с этими орхидеями, которые даже уже выпустили цветонос, и нарастили им корни в таком покупном горшке, сейчас мы то же самое сделаем и с этой орхидеей. Оставим ее, как я уже сказала, в покое, дадим ей адаптироваться. Поливать буду только когда корни станут опять серебристыми. Вот такими же поливами по краю горшка. Может быть, пройдет месяц, может быть, пройдет больше. Вот здесь нужно просто набраться терпения и подождать, когда орхидея начнет сама возрождаться к жизни. Вот эти листики фласочные она обязательно отсушит.
вот этот тургор она может восстановить после полива этих листиков. Не надо к ней прикладывать никакие влажные диски, ставить ее в тепличку. Ведь она потом у вас будет расти без каких-то там пакетов, теплиц. Ей нужно сделать такие условия, в которых она потом будет у вас расти. Оставляем теперь орхидею в покое. И поливаем по мере надобности, когда просохнет грунт и просохнут корни. И посмотрим, получится у нас с этой орхидеей другого производителя точно так же нарастить корни, как у этих орхидей, или не получится. Думаю, что все получится. Потому что этот метод применим практически ко всем орхидеям, даже с гнилыми корнями. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.